я вновь пришел через нашего посланника. Возлюбленные, я пришел сегодня для утверждения в ваших умах и сердцах принципа Бога руководства, потому что нет в ваших жизнях ничего более важного, чем следование воле Бога и подчинение воле Бога. Это простая истина, когда завладевает человеческим существом, способна творить чудеса на всех планах бытия. Вы ограничены рамками материи и законами, действующими в материи, только до тех пор, пока не возвышаете свое сознание и не переходите на божественный уровень сознания. На этом уровне сознания исчезают все ограничения материального мира, и вы вырываетесь на простор Вселенной. Я и другие вознесенные владыки пытаемся донести до вашего сознания эту простую истину, потому что этот процесс постижения божественной истины является самым важным. Как только ваше сознание допустит, что есть другой мир, и этот мир открыт для освоения вашим пытливым умом, моментально в вашей жизни образуются возможности, подталкивающие вас к новому миру, к новому эксперименту. Не пугайтесь того, что вам предстоит, потому что то, что вас ожидает, является более радостным и вдохновляющим, чем все, что вас окружает в физическом мире. Именно способность допустить в ваше существо перспективы новой жизни сделает возможным преодоление многих несовершенств, привычек и привязанностей, характерных для вас сейчас. Устремление и желание взойти на новый уровень осознания божественной реальности способны делать чудеса в ваших жизнях. Поэтому дерзайте, путь открыт. И все, что от вас требуется, сделать первый шаг и идти, не останавливаясь, вперед. И тогда, когда ваш ум будет препятствовать и указывать на невозможность и обстоятельства, знайте, что все препятствия и все обстоятельства преодолимы с помощью Бога и вознесенных сонмов. Поэтому вера и любовь – вот что должно постоянно быть с вами. Вот что должно руководить всеми вашими поступками и действиями на физическом плане. Рассудок и интеллект руководствуются чисто человеческой логикой. И с точки зрения человеческой логики, многие вещи, о которых мы говорим и к которым мы вас устремляем, не являются логичными. Однако мы призываем вас руководствоваться божественной логикой. И для этой логики нет никаких ограничений и препятствий в физическом мире. Вы представляете, что вода твердая, как камень, и вы идете по воде. Вы представляете, что вы легче воздуха, и вы летите. Вы представляете, что вы восходите на новый уровень сознания, и вы уже на новом уровне сознания. Все преодолимо и все возможно с Богом.
Поэтому качество веры, устремленности и постоянства незаменимы для вас на данном этапе вашего развития. И что не способен сделать человек, может сделать Бог. Даже то, что кажется невозможным с точки зрения человеческой логики. Просто допустите в ваше сознание Бога. Остальное Он сделает сам. Неловко повторять эти простые истины. Однако суета и обстоятельства ваших жизней постоянно заслоняют от вас те перспективы, которые мы открываем в наших посланиях. Поэтому каждый день вы должны буквально вытягивать себя из трясины массового сознания и устремляться к горним вершинам божественного сознания. Один день, пропущенный вами, отбрасывает вас на неделю назад. Поэтому только каждодневная работа над собой, только каждодневные усилия способны изменить вас и окружающую вас иллюзию. Не думайте, что все изменить быстро. Каждый из вас находится на своем участке пути. И кому-то требуется незначительное усилие, чтобы преодолеть перевал, за которым открывается вид на вершину божественного сознания. Другим же требуется пройти через дремучий лес прошлых кармических ошибок и заблуждений. Поэтому не расслабляйтесь ни на минуту. Каждое ваше ежедневное усилие, когда вы находитесь в воплощении, заменяет 1000 лет усилий, которые вы прикладываете, находясь в тонком мире между воплощениями. Не теряйте ни минуты вашего пребывания в плотном мире. Поверьте мне, что именно сейчас наступило время, когда каждый день ваших устремлений переносит вас семимильными шагами в будущее нового дня. Не обращайте внимания на окружающих вас людей. Каждый из них сам выбирает свое будущее. И невозможно никого заставить устремляться к Богу. И преждевременное соприкосновение со светом нашего учения может быть также непереносимо некоторыми душами, обитающими во мраке иллюзий, как соприкосновение с ярким светом дня для человека, только что вышедшего из темницы. Глаза должны привыкнуть к свету. Душа должна истосковаться по реальному миру, чтобы устремиться по пути. И тогда никакие соблазны иллюзорного мира и никакие препятствия не способны будут сломить дух человека, вырвавшегося из темницы плотного мира и устремившегося к свету, который он уже видит в глубине своего существа. Ваша планета принимает все новые и новые энергии обновления, энергии новых вибраций. И эти энергии пробуждают все новые и новые души и побуждают их просыпаться и сладко подтягиваться в предвкушении нового дня. Приход нового дня, нового сознания и переход в новую реальность неизбежен для тех, кто способен пробудиться, для тех, кто еще жив. Душа человека рано или поздно заставит его подниматься и устремляться обратной дорогой в реальный мир. Сегодня я приходил для того,
чтобы дать вам импульс своей энергии, задать вам верное направление движения и вселить в ваше существо надежду нового дня. Я есмь Эль-Мори.